Всем привет, с вами Дэн. Крутая новость. Best Watch вместе с французским брендом Airbelen стал официальным партнером про яхтинг. И сегодня в ролике я вам покажу несколько моделей из коллекции Newport от Airbelen, которая как раз таки связана с яхтинговым спортом. И плюс расскажу про это партнерство. Здесь будет некоторая вставочка как раз таки с этапа соревнований летнего Кубка Санкт-Петербурга. Будет интересно. С 3 по 5 июля в яхтенном порту Смоленко в Санкт-Петербурге прошел второй этап летнего кубка в классе J70. Участие в соревнованиях приняли яхтсмены из разных городов России. Организатором соревнований выступила компания ProYachting. Команда bestwatch.ru вместе с французским часовым брендом Airbelen выступила партнером регаты. Мы побывали на втором гоночном дне, где на воде встретились команды, для которых успех зависит от слаженной работы экипажа, точности решений и внимания к каждой детали. ProYachting – ведущий яхтенный проект России. Уже более 10 лет компания проводит профессиональные, любительские и корпоративные регаты, обучает яхтингу, развивает парусные команды и располагает крупнейшим в стране флотом спортивных яхт. Связь Airbelen с яхтингом имеет давнюю историю. Бренд уже многие годы поддерживает яхтинг, а его амбассадором является французский шкипер Арельен Дюкро, двукратный чемпион мира по фрирайду, участник престижных океанских гонок и один из самых известных французских спортсменов, объединивших мир гор и парусного спорта. Интересно, что ранее партнерами регат ProYachting были Улис Нардан и Панирай, известные марки с богатой историей. Сегодня к ним присоединяется Airbelen, продолжая традицию сотрудничества регаты с часовыми брендами, для которых морская тематика является важной частью наследия. Вместе с Airbelen мы поздравили победителей регаты, вручив им часы из популярной серии Newport Slim. Для награждения бренд-менеджер марки в России Юлия выбрала модель, вдохновленную морской тематикой. Тонкий корпус, швейцарский механизм, лаконичный дизайн и узнаваемые элементы, отсылающие к миру яхтинга. Все это делает ее особенно символичной наградой для победителей. Сегодня мы получили часы Airbelen. Как ваше первое впечатление? Вот как человека, который, возможно, не был до этого знаком с брендом. Я сам не сильно разбираюсь конкретно в часах, но эти выглядят красиво и подходят по эстетике парусному спорту. Супер. Партнерство bestwatch.ru, Airbelen и ProYachting продолжится на протяжении всего яхтенного сезона. Впереди новый этап регат, новые победы и новые совместные проекты. Ну что же, а теперь я вам расскажу про несколько, на мой взгляд, самых интересных моделей у Airbelen. И давайте откроем коробочку. Вот они, красавцы. Newport Mariograph. Очень интересная и сложная, необычная модель. Это прям для моряков, яхтсменов. Здесь серая стрелка с красным кончиком указывает на прилив либо отлив, согласно показателям, которые, да, у нас здесь как раз по циферблату расположены. Кварц, внутри стоит ронда 4310, есть часовая, минутная стрелка, малая секундная стрелка у отметки 3 часа, есть также дата здесь аккуратно притаилась между 4 и 5 часов. Ну и самая главная фишка, это как раз таки прилив и отлив. Сталь 316L, корпус здесь 43 мм, хотя кажется на самом деле поменьше, чем он есть на самом деле. Чуть больше, чем 10 мм по высоте. И классный такой текстильный пухлый ремешок с необычным креплением. Такой как иллюминатор, да, у нас получается корпус. Сделано во Франции, водозащита 100 метров, так что можно не глубоко нырять. И на моем запястье 18,5 мм смотрится, как мне кажется, прям по-царски, да. Не, красивая модель, вот красивый корпус, такая эстетика необычная. Немножко есть и ретро, есть и вот современная, да, и опять же исполненные часы просто шикарно. Здесь сочетание полировки и сатинирования, винты, кстати, ровно винты расположены по ранту. Шик. И у нас заводная головка, которая отвечает за часы, дату. Ну, а кнопка у отметки 2 часа у нас отвечает за переключение как раз-таки показателей прилива и отлива. Необычный, нечастый функционал, но мне кажется, те, кто любит эту эстетику, те, кто настоящий яхтсмен, то я думаю, что это будет весьма и весьма интересно и полезно. Плоское сапфировое стекло. Корпус чуть-чуть сужается в верхней части. Такая получается как бы интересная структура, когда нижняя часть здесь тоже сужается, верхняя часть чуть-чуть он по центру идет расширение корпуса. Интересно, необычно, фактурно. Ну и вполне себе такая летняя
модель. Классно. Мне нравится этот вариант. Давно уже я присматриваюсь к этим часам. И, как мне кажется, здесь соединяется и дизайн, и эстетика, и необычный функционал. А если вы хотите более универсальную модель и, кроме того, механику, да еще вот такую супер тонкую, покажется со стороны, как будто бы это кварц, но нет. 7,3 мм, 42 по диаметру. И эта механика внутри стоит Sellita SV 210 с запасом хода 45 часов. Newport Slim, и они действительно супер тонкие. Это вау. Вот это универсал, да, здесь можно и под костюм, здесь можно и под футболку, это круто. Понятное дело, что водозащита небольшая, 30 метров здесь, но вполне себе под дождь попасть в этих часах, если что, можно. Ну, в бассейне уже не поныряешь. Тонкий браслет, очень мягкий, очень такой эстетичный, необычный. Французы любят всегда необычное, но на запястье, конечно, это вау. Это круто. Очень тонкие часы, практически незаметные, как монетка. И кажется меньше, чем свои 42 мм, вполне себе. Вау. Классный браслет, просто шелковый, очень тонкий, очень качественный. Прям воздушно. И тонкая застежка раскладная. Так что на каждый день вполне себе. Ну и под задней крышкой красота. Здесь та самая Sellita у нас на ручном заводе. Сделано во Франции. Шикарно. Просто шикарно. Потрясающее качество отделки. Здесь такой сдержанный, максимально сдержанный циферблат, только написано «сделано во Франции», бренд, да, то, что это механика, нет секундной стрелки. И мне нравится эта вариация, мне нравится вот эта максимальная сдержанность. Но при этом смотрите, какой сложный корпус. Много граней. Он опять-таки чуть-чуть в центральной части расширяется и утоньшается в нижнюю часть и в верхнюю часть. Рант как будто бы отдельно сделан. Такое... Посмотрите, да, солнечное диагональное сатинирование идет по ранту. Сложно здесь. Здесь классно полируют эти часы. Здесь прям постарались над этой моделью. И шикарный браслет. Я все ссылки на модели, которые показываю в ролике, оставлю в описании к этому видео. Посмотрите актуальные цены. Эта модель вполне себе доступна. С учетом механизма, с учетом качества отделки, я бы сказал, что она стоит, пожалуй, меньше, чем могла бы стоить. И, наверное, если бы здесь был Swiss Made, то это стоило бы просто раза в 2 дороже, как минимум. Еще одна интересная модель из этой же линейки, Newport, версия Chrono. Здесь уже кварцевый хронограф с таким же характерным, очень классно отделанным корпусом. Но посмотрите, да, все вот эту третью модель, которую я показываю, и по-разному везде сделана полировка и сатинирование по корпусу. Здесь полностью он идет с зеркальной полировкой. Очень красиво, так прям шикарно выглядит, особенно в сочетании с таким коричневым, светло-коричневым ремешком. Синий, светло-коричневый зеркальная полировка, ну это просто шик. И при этом очень аккуратная, очень небольшая модель, 45 мм, но опять же выглядит чуть меньше, чем она есть на самом деле. Высота всего 10 мм. И вот такое характерное для линейки Newport крепление ремешка к корпусу. И посмотрите, как по-царски просто смотрится эта модель на кожаном ремешке. Это прям шик. Красиво, да? Летняя модель, явно хорошо под короткий рукав ее, чтобы было видно вот эти обводы корпуса и вот это необычное крепление и много-много зеркальной полировки. Шикарно. Здесь внутри ронда 50-40, сапфир, водозащита 100 метров, так что в принципе можно с такими часами и плавать, но единственное, что ремешочек тогда нужно будет поставить какой-то другой, уже желательно каучук, например, да? Но это классно. Корпуса и отделка циферблата в этой линейке просто пушечные. Накладные метки, красиво очень. На мой взгляд, впечатляет. И при этом достаточно сдержанная модель.
То есть она универсальная, здесь нет чего-то вычурного, здесь очень сдержанно, очень продуманно, но отличается от всех. Знаете, по-моему, это характерно для большинства вот такого классного промышленного французского дизайна. И эта модель, и эта линейка, и в целом бренд Herbelen, на мой взгляд, как раз идет вот именно по этой стезе. Еще одна модель может быть такая уже чуть более яркая, чуть более броская, чуть более вызывающая. Я бы назвал ее, наверное, унисекс. Здесь достаточно большое такое вкрапление золотого цвета в этой модели. Но при этом, опять же, тот же самый характерный, красивый и узнаваемый корпус. Кварц. Тоже линейка Newport. Здесь внутри стоит Ronda 715. Частичное PVD покрытие цвета желтого золота. 38,5 мм. Толщина 7,5 мм. То есть это вполне себе такой современный мужской размер. Но при этом я бы сказал, что он подойдет и дамам, которым нравятся часы чуточку, может быть, крупнее, чем обычные женские часы. Но при этом весьма и весьма, знаете, здесь сдержанно. То есть нет какого-то чрезмерного перебора золота в этой модели. Сапфировое стекло, водозащита аж 100 метров, так что можно плавать без погружения, да, и здесь красивая гравировка у нас на задней крышке. Весят они всего 52 грамма. На моем запястье вот таким образом смотрится. Классика, собственно, почему бы нет. Лучистый, яркий, такой очень сочный циферблат. И посмотрите, какой здесь богатый, да, богатый цифер. Много желтого, накладные метки. Красиво здесь вписано окошко даты. И очень красивый гильёж и лучистый циферблат. Шик. Красиво сделаны часы, согласитесь. И толщина 7,5 мм. Это, конечно, пушечка. По нынешним-то меркам прям класс. И самое интересное, это как они смогли вписать подушку с таким же креплением корпуса. И посмотрите, ведь получилось необычно. Класс, да? Подушка всегда это такие прям брутальные мужские дайверские часы. А французы умудрились сделать эту модель более, я бы сказал, визуально легкой, более эстетичной и такой универсальной, да? С такой толикой приятного шика. И, по-моему, интересно. Это уже механика. Внутри стоит Sellita SW220. У нас есть автоподзавод. Классические такие очертания подушки. Я бы даже здесь сказал, что подушка радиомира. Типа радиомир, да. У нас 42 на 42. 13,95 высота. 300 метров водозащиты. Так что можно погружаться с аквалангом. Каучук идет в базе со стандартной застежкой с фиксатором, да, специально для дайверов. И в этом же характерном корпусе с таким интересным креплением. Кстати, посмотрите, как они интересно сделали вот эту боковую часть. Здесь зеркальная полировка, потом сатинирование. И опять же, как у всей линейки Newport, центральная часть чуть возвышается над нижней частью корпуса и над боковой. Единственное, что здесь у нас уже безель достаточно широкий. Пользоваться им удобно, потому что он чуть-чуть шире, чем корпус. Классный, кстати. Очень четкий, уверенный безель с керамической вставкой. Ну и здесь синий цвет, да, у нас идет градиент по циферблату. От практически черного на крайней части до уже такого светлого синего в центральной части. Яркий, сочный синий по безелю. Накладные метки, полностью покрытые люмом. И здесь метки с чуть-чуть такой добавленной зеркальной полировочки по краям. Ну и окошко даты, окошко дня недели на английском и на французском языках. Слушайте, круто. Каучук здесь подрезается под ваше запястье, так что будет удобно. В максимуме, видите, можно просто запястье мое здесь просунуть. Вот такая вот подушечка дайвер от Herbelen. И мне кажется, здесь по дизайну очень-очень опять-таки интересно. Слушайте, классно, да? Такие прям летние дайверские часы, которые можно носить ну, практически под любую одежду. Особенно если здесь поставить какой-нибудь кожаный ремень, фирменный, да, они будут уже более такие сдержанные. Очень интересно. Напишите в комментариях, как вам вот такое крепление с таким корпусом. Необычно, круто или непривычно? Ну и на десерт, вот вам, пожалуй, самая спортивная из сегодняшней подборки. Здесь классно, да? Тоже Newport, тоже характерный корпус, характерные ушки. Внутри Sellita SW400.
с запасом хода 41 час. Это у нас механика с автоподзаводом, с красивым скелетонированным ротором. И все часы это, конечно же, скелетон. Он выполнен из карбона и титана с DLC подкрытием. 43 мм по диаметру, толщина чуть меньше, чем 12 мм. Желтый яркий каучуковый ремешок и желтые акценты по циферблату. И желтым же исполнен у нас логотип на стекле. С внутренней части стороны стекла у нас логотип Herbelen. Сделано во Франции. Карбон, водозащита 200 метров, так что можно погружаться с аквалангом. И это лимитка 500 экземпляров. Ну и циферблат, как видите, скелетонированный. И мне кажется, это очень спортивная, очень летняя модель. И сразу видно, что это не дешевые часы. И сразу видно, что здесь есть стиль, здесь прям классно выглядит. Это красивый скелетон. Вот не часто, знаете, скелетон прям вызывает какие-то положительные эмоции, а здесь у нас и техноотделка, да, здесь много матового. Здесь, кстати, классно читаем за счет того, что все-таки стрелки с люмом, таким достаточно толстым, и поэтому они считываются. Ну и секундная стрелка тоже оранжевого цвета. Сочетание цветов, да, здесь класс. Мне кажется, такая автоспортивная модель уж более так смахивает, да, на какие-нибудь спортивные диски спорткаров, выглядит супер. И сочетание такого яркого, ядовитого желтого цвета с матовым карбоном, конечно, да, круто. Здоровская модель, она прям отличается, да, от других часов Herbelen, которые я сегодня вам показывал. Если они более такие эстетские, да, может быть, более французские, то вот здесь, мне кажется, такая прям автоспортивная, шикарная модель. И, ну, по-моему, здорово. По-моему, здорово, да. Кто-то, может быть, назовет их яхтенными, но вот мне как-то больше напоминает все-таки аутоспорт. Ну вот такая подборка, такие 6 моделей Herbelen, как мне кажется, интересны своим единым корпусом, да, единым здесь дизайнерской фишки по корпусу, шикарным качеством отделки, как мне кажется, отличное сочетание цены и характеристик дизайна и качества отделки, поэтому вполне себе можно присмотреть что-то интересное, тем более на лето от Herbelen. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.